Всем привет! В этом ролике я расскажу вам о сделанной мной новогодней гирлянде. Эта гирлянда несложная в изготовлении, но кое-какой инструмент все же лучше иметь под рукой. На экране вы видите практически все, что мне потребовалось в процессе ее сборки. Вообще для гирлянды нужен трехжильный провод, но поскольку такого кабеля у меня под рукой не оказалось, для этих целей я решил использовать четырехжильный телефонный кабель. У меня был белый кабель, но лучше подойдет кабель черного цвета, так он будет менее заметным. Также мне пригодились одножильный монтажный провод, термоусадка и термоклеевой пистолет. Главной частью гирлянды являются RGB светодиоды WS2812B. Они были куплены на аукционе eBay. Стоят они недорого, поэтому я купил их с запасом, с расчетом использования в каких-нибудь других поделках. Эти диоды интересны тем, что они имеют интегрированный контроллер, способный управлять по отдельности яркостью красного, зеленого и синего цветов. Отсюда и название RGB светодиод. Значения яркости цветов загружаются в контроллер светодиода в цифровом виде по последовательному интерфейсу. 1 байт для красного, 1 для зеленого и 1 для синего, в сумме 24 бита. После того, как контроллер принимает 24 бита данных, он переключается в режим ретранслятора и передает получаемые данные на выход, к которому можно подключить следующий светодиод. Как только на вход перестают поступать данные, по тайм-ауту контроллер переключается в исходный режим ожидания данных. После этого в него можно загружать другой цвет. Такой принцип работы контроллера позволяет объединять светодиоды в цепочке с возможностью загрузки произвольного цвета в каждый из светодиодов. Эти светодиоды очень яркие, но светят узконаправленным пучком света, поэтому необходим какой-то рассеиватель. Полупрозрачные пластиковые шарики для новогодней елки хорошо справляются с этой задачей. Для стабильной работы светодиода рекомендуется к выводам питания каждого светодиода подключить конденсатор емкостью порядка 0,1 микрофарада. Для этой цели лучше всего подойдут обычные керамические конденсаторы. Для упрощения монтажа было решено сначала припаять к диодам короткие отрезки монтажного провода и блокировочные конденсаторы, а затем уже произвести подключение этой сборки к гирлянде. Светодиод собран в SMD корпусе размерами 5 на 5 мм. У тех новогодних шаров, что мне попались в ближайшем супермаркете, оказалась узкая горловина, и мне пришлось ее немного рассверлить, чтобы в нее мог пройти светодиод. Светодиоды в шариках были зафиксированы при помощи термоклеевого пистолета. Для придания прочности местам соединения проводов пришлось замотать их изолентой. Чтобы управлять цветами гирлянды, я написал несложную программу для микроконтроллера Arduino с использованием библиотеки NeoPixel. Гирлянда получилась необычной и хорошо дополнила новогодний интерьер. На тот случай, если вы тоже захотите сделать себе такую гирлянду, в описании к видео есть ссылки на техническую документацию и другие полезные ресурсы. На этом пока все. До свидания. До следующих встреч.